Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на моем канале Хельгофина Арт Дизайн. Все об акриловой заливке. Немного извинюсь за свой голос, я немножечко приболела. Скоро Новый год, и я занялась изготовлением елочных игрушек из эпоксидной смолы. Это одна из причин моего долгого молчания. А также, вдохновившись, я и решила сделать видео по созданию елочных игрушек с помощью Fluid Art. Кстати, кому интересно, что я изготавливаю и какие работы я делаю без съемки процесса, то приглашаю подписаться на свою группу ВКонтакте. Там я пока что больше активничаю. Надеюсь, что со следующего года у меня станет чуть больше времени, и я остаток своего декретного отпуска посвящу уже больше именно каналу на YouTube. Ссылочку на свою группу ВКонтакте я оставлю внизу под видео. Под основу взяла деревянные заготовки под елочные игрушки. Их можно купить в любом маркетплейсе. И заранее одну сторону заклеила скотчем и обрезала скотч. Медиум, если коротко, ПВА, вода, медиум, резин-арт и лак. Более подробно о нем в видео номер 10 на канале по работе с активатором Dali. И замешала этот медиум с разными красками. Цвета могут быть и краски любыми на ваш вкус. Маленькое уточнение: любые акриловые краски. Также можно использовать и обычные строительные колера. Далее берем заготовку, наливаем на нее основу с белой краской, а затем все цвета, что мы замешали. Я это все делаю на крутящейся тортовнице вместо спиннера. Ее также можно купить на любых маркетплейсах. После этого добавляем маленькое количество перламутровой эмали Dali, а затем, просто сдувая именно эту эмаль Dali, создаем ячейки. А затем кручу на тортовнице для того, чтобы краска распределилась ровно по поверхности. Опять повторю, более подробно об активаторе Dali, а также об медиуме, на котором можно делать сеточку с активатором Dali, указано на моем канале в видео номер 10. Там полностью подробно я рассказывала и об активаторе, и о медиуме. Когда результат нравится, просто убираю в сторону и таким же способом делаю остальные работы. Чтобы не делать видео очень долгим, покажу лишь результаты. А вот олень не поддавался этой технике, поэтому здесь я сделала просто свайп также с этим же активатором Dali. А вот остаток медиума я просто влила в один стакан и просто распределила на одну из фигурок. Даже очень простым способом можно сделать очень неплохие фигурки. Когда игрушки высохли, на некоторые из них я нашла обычные переводные татуировки. Наносятся они очень просто. Прикладывается татуировка, затем я ее мочу мокрой тряпкой, и на поверхности красуются узоры. На некоторые игрушки я нашла свои старые наклейки для ногтей. Они наносятся точно так же. Вот такие узоры в итоге получаются. Заднюю сторону я просто прокрасила обычной белой акриловой краской. Для себя переднюю сторону я покрывала эпоксидной смолой. Я не стала показывать этот трудоемкий процесс, потому что для работы с эпоксидной смолой необходимо выполнять технику безопасности, потому что от нее может появиться аллергия. С детьми ей пользоваться нельзя. Так что если у вас нет опыта, я советую просто покрыть глянцевым лаком. Я бы тоже так сделала, но у меня его не оказалось. Я советую хороший распыляющий акриловый лак глянцевый под фирмой Куда. Ставьте лайк, кому понравились игрушки, подписывайтесь. Далее на канале будет все так же об акриловой заливке.
Всем пока, всем хорошего настроения и с наступающим Новым годом!